внешняя политика из разряда, который она имела в двуполярном мире, когда это была такая форма перетягивания каната, превращается все более и более в жесткий процесс реального соревнования. И тема внешнеполитической деятельности любого государства, тем более такого, как Россия, она становится все более и более важной и серьезной. Что касается вот самой статьи, здесь будет, наверное, много говорить после меня, я хочу отнестись, может быть, к основной идее. Я долго пытался сам для себя решить, как можно эту статью сказать двумя словами. Да? Там где-то, по-моему, больше 30 тезисов растворено в тексте. А вот двумя словами, как можно это выразить? И я для себя вот вчера при Александре Максимовиче наконец нашел ответ. Внешняя политика России должна исходить из интересов самой России. У России есть интересы, и в соответствии с ними мы будем действовать. А дальше идет довольно много конкретного материала о том, как действовать, в какой сфере. Я очень рад, что в этом тексте нашло отражение идеи многовекторности нашей внешней политики. Особенно мне было интересно то, что касалось Дальнего Востока. Что я так же, как кандидат в президента, уверен, что это одно из ключевых направлений внешней политики в сегодняшнем мире. Но я очень рад, что определена позиция по отношению к НАТО и вообще к военным организациям и к международному взаимодействию. Статья меня полностью удовлетворяет, она вполне программная. И дай бог, чтобы на 30-м году, сколько у нас, какого, 91-го, это значит на 23-м году независимой Россия сообразила, что у нее должна быть политика, исходящая из ее собственных интересов. Я считаю, что последняя статья внешнеполитическая Владимира Владимировича Путина, она, в общем-то, самая удачная из всех 7. Вот, по крайней мере, мне так показалось. Мне действительно показалось, что она должна была быть последней, вот именно как вот кода, да, если мы ее рассматриваем как некую часть там предвыборной программы. И с этой точки зрения она меня действительно тоже вполне устраивает, именно как статья программная, в которой, может быть, впервые за какое-то длительное время расставлены, так сказать, те акценты, которые вот лично я считаю нужными. Мне показалась очень примечательной сама структура статьи, да, потому что, обратите внимание, если в статьях последних нескольких лет внешнеполитических, с которыми выступал, в общем-то, действующий президент, российско-американские отношения всегда стояли на первом месте, чисто композиционно, вот, то здесь в структуре, да, сначала идет Азиатско-Тихоокеанский регион, да, то есть явно выделяется роль Китая, вот что правильно. Причем, на самом деле, может быть, конечно, де-факто этот блок у нас пока что не на первом месте, безусловно, но, тем не менее, само стремление автора его поставить на первое место, оно, безусловно, о чем-то говорит. Потом идет Европейский Союз, Европа, вот, и только затем идут, очень мне понравился подзаголовочек, российско-американские дела. Последний, 4-й блок, он меня как раз удовлетворил вот в наименьшей степени, потому что мне кажется, что непозволительно мало сказано о проблемах постсоветского пространства. Постсоветского пространства и всего комплекса связанных с этим проблем. Это особенно обидно в контексте того, что мы создаем таможенный союз, что у нас есть некие, так сказать, новые формы интеграции и так далее. Потому что, ну, с одной стороны, безусловно, спасибо, что очень четко, может быть, впервые, опять же, за несколько лет артикулирована проблема неграждан в Прибалтике. Да, это действительно, это большое дело. Вот. Но, тем не менее, проблема постсоветского пространства – это не только проблемы гуманитарного сотрудничества, как об этом пишет Владимир Владимирович. Потому что отношения с русскоязычной диаспорой в Швейцарии и отношения с русскими соотечественниками на постсоветском пространстве – это все-таки принципиально разные вещи. И хотелось бы, конечно, здесь почитать не только про гуманитарный аспект, не только про поддержку русского языка и культуры, но и все-таки про экономику, потому что во многом с нашей подачи был разрушен огромный взаимосвязанный экономический механизм. Вот, миллионы людей оказались, так сказать, на периферии вот этого процесса, и поэтому избежать вот этой темы нам не удастся, как бы мы не хотели представить себе, так сказать, проблемы постсоветских русских, как проблемы там языка и культуры. К сожалению, это не так, вот, и мне кажется, что вот этот раздел, конечно, нужно было бы усилить. Никак не выделено блок Латинской Америки и Африки. Мне кажется, что это тоже немножко недальновидно. Вот в прошлый раз, на прошлом обсуждении,
обсуждении, когда мы говорили о военной реформе, вот, наши уважаемые эксперты говорили, что глава государства должен стратегически планировать на 50 лет. Вот. Я тогда поспорила, потому что мне казалось, что в динамическом мире на 10-то, в общем, спланировать что-то тяжело. Вот здесь мне кажется, что как раз можно было посмотреть и на 50 лет вперед, потому что Латинская Америка – это, безусловно, тот регион, который будет носителем социального прогресса через 50 лет. А Африка, она уже сегодня, как мы видим, стала ареной взаимодействия очень многих акторов, так сказать, первого ряда международных. Вот уже сейчас идет передел Африки экономический. Вот, с моей точки зрения, идет некая вторая волна колониализации Африки, и не видеть этого немножко странно, тем более, что уже на африканский континент перенесены вполне реальные, так сказать, военные действия, в которых Россия там либо участвует, либо не участвует, но, в общем, как-то определяет свою позицию. Вот. И, конечно, что хотелось бы еще в этом случае сказать, и здесь, конечно, Владимир Владимирович тоже прав, то, что репутация России в мире, отношение к нам в мире, так сказать, это, в общем-то, дело не такое уж, в общем-то, дорогостоящее. Он как бы полемизирует внутренне, наверное, с либеральной частью своего окружения, который много лет говорила о том, что вот это вот самопозиционирование России, оно очень затратное, вот, это нужно тратить много денег, тратить много средств и усилий. Да ничего подобного на самом деле. Вот, репутация, я это очень хорошо поняла на прошлой неделе в Дамаске, потому что действительно давно забытое ощущение, когда на улице к тебе подбегают люди, говорят «спасибо, Россия», обнимают, целуют, на рынке тебе нагружают бесплатные, так сказать, подарки и полные сумки продуктов, не потому что действительно вот остались еще на земле места, где тебе рады. Вот. И нам это ничего не стоило. Нам стоило всего лишь поступить порядочно, повести себя порядочно. Мы, к сожалению, крупно ошиблись, так сказать, в прошлом году с резолюцией 1973 по Ливии. Вот. И вот это действительно нам стоило очень дорого. И прямо в экономическом смысле, не только в репутационном. Вот. А сейчас мы действительно повели себя принципиально и порядочно, и профит от этого, он измеряется отнюдь не только условными единицами, поверьте мне. На мой взгляд, статья хороша как раз тем, что эта статья, я бы сказал, сугубо такая прагматическая. Методологи бы сказали, что она выполнена на так называемом феноменологическом уровне. То есть дана такая картина современных международных отношений, современной международной обстановки. Но картина, на мой взгляд, очень полная, практически полная и очень точная. Практически полная оговорка, потому что, как уже вот Дарья Александровна сказала, там обойдены темы Латинской Америки, Африки, некоторые другие, но все главное в ней присутствует. Попыток на какие-то открытия, так сказать, прорывы концептуальные, теоретические, я в ней не обнаружил. Да, в общем-то, это и не, наверное, такая цель и не ставилась. Это первое. Второе. Мне примечательно то, что мы имеем дело со статьей, которая является 7-й в целом цикле. И сам тот факт, что статья по внешней политике, по международным отношениям стоит последней, является, ну, я бы сказал, таким разрывом с той традицией, которая была в нашей стране практически с 1917 года. Все доклады на всех партийных съездах всегда открывались статьей о международном положении. А дальше уже говорилось о внутренней политике. То, что эта статья заключительная, говорит тоже о том, что изменился сам взгляд на роль нашей внешней политики. Если в те времена еще, так сказать, мы чувствовали себя гегемоном, империей, и наша внешняя политика была инструментом переделки мира, то сейчас, вот, судя по тому, что она заключительная, мы рассматриваем внешнюю политику как инструмент, с помощью которого мы хотим прежде всего обеспечить решение тех целей, тех задач, которые были намечены в предыдущих 6 статьях. На мой взгляд, если брать какой-то, ну, нельзя сказать, пафос, что ли, этой статьи, то мне показалось, что это прощание может быть с определенными иллюзиями, которые мы питали еще несколько лет назад. Я имею в виду российско-американские отношения.
Вы помните, была объявлена перезагрузка, опять раздавались голоса о партнерстве, чуть ли не о стратегическом партнерстве. Сегодня видно, что все это угасло, не состоялось, не сработало. И статья Путина как раз это поиск, я бы сказал, места России вот в условиях, нашего места и роли, в условиях, когда с Соединенными Штатами Америки отношения, мягко говоря, не складываются. Выбор здесь, уже говорили, приоритеты обозначены достаточно четко. Это прежде всего Азиатско-Тихоокеанский регион. И, на мой взгляд, то, что эта тема вынесена на первый план, в большой степени оправдано, хотя вместе с тем я бы более, может быть, менее радужно бы посмотрел на позицию Китая, поскольку то, что делается в области экономических отношений со стороны Китая в Сибири и Дальнем Востоке, особого оптимизма не внушает. Я имею в виду то, что китайские инвестиции в высокотехнологичные отрасли там не идут. Это по-прежнему традиционная лесоразработка, стройматериалы, общественное питание, финансовый капитал и так далее. Подписаны с некоторыми субъектами Российской Федерации парочка договоров, но по производству тракторов, там, строительных машин, но это все сборочное такое тоже производство. Но, повторяю, с перспективы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, конечно, для России есть. Второй момент по Европе. Явно видно стремление автора статьи пригласить Европу к дальнейшему углублению сотрудничества с Россией. Владимир Владимирович реалист, и хотя он ставит тему интеграции на, как он там у него сказано, от Лиссабона, по-моему, до Владивостока, вот, речь идет не об интеграции в области, так сказать, межгосударственных, что ли, отношений, об интеграции экономик. Может это сработать или не может, сказать трудно. Дело в том, что у нас к Европе интерес есть. Это, прежде всего, это наш крупнейший внешний партнер в области экономики. 48% внешнеторгового оборота – это страны даже не Европы, а Европейского Союза. На долю СНГ, например, они на втором месте стоят по объему, по доле в нашем внешнем товарообороте, это всего 15%. Разрыв, как видите, огромный. Но можем ли мы предложить Европе что-то такое, что их заинтересует? Пока наши поставки – это в основном нефть и газ. Ну, Европа прекрасно понимает, что мы как поставляли, так и будем поставлять. Нам же нужно куда-то наши эти ресурсы продавать. А если что, можем ли мы что-то предложить в области экономики, еще что-то, что их стимулирует действительно вот к интеграционным процессам? В статье, по крайней мере, конкретных ответов на этот вопрос мы не найдем. Хотя, повторяю, сама постановка вопроса в принципе правильная. Да, от Европы нам никуда не деться, мы глубоко туда интегрированы, и надо просто выходить на какой-то качественно новый уровень.